Здравствуйте, друзья, это Большая Камбоджа, Александр и Эппи. Мы сейчас находимся в Гуанчжоу, в Китае. Вот небольшой будет выпуск о Китае. Я тут прилетел по работе, плюс нам еще кое-что нужно для дома купить. По дому-то еще как бы ничего не закончено. В дом все время нужно что-то покупать. Всем приятного просмотра. Кстати, вот едем в такси. Такси все практически электрические. Электрички. Наделали они здесь машин этих электрических, конечно, много. Едем сейчас на сумочный рынок. Большой здесь сумочный рынок. Вот с этой стороны улицы сумки подешевле. Там сумки подороже. Но мы для бизнеса покупать сумки хотим. Эппи тут хочет немножко сумками поторговать. Посмотрим, что есть. Что за модели. Иногда вот мы используем и такой транспорт здесь. Это местные тук-туки, которые не соблюдают никаких правил. Но они только в этом районе есть. Накупили тут всяких вещей. Едем в отель. И потом навстречу. Сейчас мы встречаемся с Аяном. Я его не видел уже 3,5 года. Мы с ним только Здрасте. Привет. Как вы? Вообще, отлично все. Я как бы это, смотри, вот тебе привез только такой маленький. Я просто забыл. Да, ладно, забыл привезти. Как дела? Хорошо. Так, ну что, идем в ресторан. Да, погнали. Слушай, ну ты же в Гуанчжоу, получается, сколько сейчас не был? 9 месяцев не был. 9 месяцев, Да. да. Ну как, изменился? Изменился. Еще более технологичнее стал. Такие маленькие прибаутки появились. Многие ресторанчики тоже как бы появились в разных старых местах. Появились новые рестораны. Там, Но быстро меняется. все равно как бы много вот этого контроля. Мы сегодня симку оформляли минут, наверное, 25 в аэропорту. Меня фотографировали 25 раз, и чтобы я даже глаза закрывал. Даже так фотали. Да. Или рот открывал. Такое тоже есть. Вообще заколебали. Да. блин, да. Вот это как бы... Вот пришли мы в ресторан. Сначала принесли какие-то стопки для пива. Аян говорит, можно стаканчики побольше? По-нашему что ли? Ну да, вот такие вот фужеры. По-нашему получается. Ну давай. Так, вот мы здесь уже получаем наши заказы. Думали, что это салат, оказался это суп. На картинке выглядит как салат. Но вкусно, все вкусно. Ты думал, что? Ты думал, что это просто перец? думал просто перец, а здесь еще есть мясо. Ну, для тебя, для любителя мяса, конечно. Да, и самое главное блюдо это вот это рыба. Не знаю, вкусно здесь или нет. Попробую сейчас. Любительница рыбы моя супруга. Так, вот мы тут остановились после ресторана. Фруктиков, да. Ранеточки китайские. Да, вот цен нет, главное, чтобы у нас нет. Он видит, что иностранцы. Сейчас думает это. Обману их. Стопудово. Ну, а как без этого? Ну ладно, что, заплатят. Иностранцы, туристы платят. Окей. Так, мы пришли обязательно попробовать здесь баранину, потому что баранина в Китае это крутое. Баранина здесь очень крутая. Видно, что прям качественное мясо. Я просто баранину обожаю. Супер. Так, ну вот у нас пиво и вот такие классные шашлычки. И компания. Да. Баранина. Вкуснейшая. 23:48. Вот такая вот тут улочка. У китайцев, как всегда, много разной еды. Здесь китайцы продолжают кушать. Но тут такой район, на самом деле, что не только китайцы, есть всякие разные иностранцы, туристы. Такой район, на самом деле, торговый. Здесь очень много рынков рядом. Я уже иду в отель. Моя супруга меня там ждет. Мы очень хорошо с Аяном посидели. Ну, немножко выпили пиво. Завтра у нас другие дела. Будем работать. Вот тут, кстати, очень интересный такой морской ресторан. Очень вкусные крабы здесь. Тоже ресторан работает вообще допоздна.
Может быть, вы скажете, что я очень много снимаю еды, но в Азии это всегда еда. Вот такие крабы. Таких крабов мы завтра будем и заказывать. Все, я иду в отель спать. Так, вот Сергей, мы встретили сегодня. Вот. Привет всем, ребята. И поедем сейчас на рынок декора. Вот, но сначала мы сейчас позавтракаем здесь у нас на районе. Что-нибудь вкусного поедим здесь, как всегда. Все уже открыто с утра. Вот такие пельмешки вкусные. И салатик. Салатик. Пепе любит такой. Все, сейчас вот мы здесь прямо на улице разместимся. И будем кушать. Вы любите? Я люблю салат. Очень вкусно. Перец острый. Салат вы любите? Да. Приехали мы на рынок декора. Вот на первом этаже здесь, кстати, очень много игрушек. Ну и всякой такой разной специфической продукции. Вот. Я бы тут все сережки сейчас присмотрела, сейчас хочет купить. Домашний декор. Целый этаж, туда наверх тоже. Ходим, смотрим, выбираем. Посуда, вазы. Посуда тоже красивая. Ручная работа. Очень дорогая, но очень красивая. Да, очень интересный рынок. Собачек таких. Какие красивые ковры. Там очень красивые. Гермес. Да, я вижу прям качество. Смотрите, какие детские картины. В детскую комнату, а может и не детские даже. Блин, очень круто. Вот такие вещи иногда в Китае просто видишь. Просто потрясающе красиво. Вот. Такую вот штуку купить Тимуру в комнату вообще. Просто круто. Вот яблоко, оно даже на ощупь как настоящее. Даже на ощупь.你这块怎么白呀？нет, смотрите здесь. Белее, смотрите. Нормально? 它是这样子，它这个白 被子洗掉。 Серега молодец, торгуется вообще просто супер. Можно убирать. По любым. Это красивая такая цвета? Я не люблю такой цвет. Вы не любите? Это синий цвет. Белый. Окей, давай, купи такой. Сколько он сказал? 350 юаней, да? 350, да. Надо еще поторговаться. Это на фарфор, но на 3D принтере. А, это фарфоровая. Фарфоровый, Но да. 3D принтер делает это. Блин, очень прикольно. Вот так вот, ребята. 3D принтеры работают. Кошка, смотрите, да.
Ты знаешь, я люблю собака. А вы любите? Я не люблю... Кошка. Да. А, Потому что много... волосы там Да, падают, много. И, 他们一起考虑就只 собака 能是998。 Я люблю. и собака. Вот такую собаку, которая просто так сидит. Друга, друг. Друг, да. Ага. Как человек. Еще лучше, чем друг. Чем человек. Видишь, А как这个,对。 они на русском разговаривают прям. 有没有小号的？ Потрясающе красивые картины. Просто вот потрясающе красивые. Здесь я вот нашел карты. Тоже очень оригинально сделаны. Такая. Сейчас, конечно, у меня дилемма, какую взять. Вот эту карту или вот эту. 啊，也把你说一下，也把你说一下。 Ну прям красота. Вот такое вот все. Очень интересно. Для детей тут вообще вот потрясающе красиво. Супер просто. Просто супер. Ну, вот такую вот детскую комнату. Мы уже взяли Тимуру там космическую одну. Вызываем такси, едем в отель. Все купили. Матрешки. Раньше вот этот ресторан назывался «Любимая кухня для русских». Сделали тут такую реконструкцию. Надо будет сюда сходить. Вот тут тоже есть эта рыба. Надо будет эту рыбку заказать. Аптека с традиционной китайской медициной. Вот будете в Китае, вот такой йогурт, просто вкуснейший. Обязательно попробуйте его. Очень вкусный. Значит, в таком вот месте здесь гусь подается. Гуся в Камбодже вообще не поесть, а вот здесь вот в Гуанчжоу гусь всегда есть. В супермаркет мы зашли. Сейчас каких-нибудь с собой штучек наберем. Вот здесь, бэби, этот бамбук здесь. Этот бамбук очень вкусный, остренький такой. Вот бамбук, только маленькая пачка. Да, бамбук. Китайцев, конечно, разных вкусностей интересных любят они. Кто-то скажет, что это ерунда, вот, допустим, вот такой вот, это какая-то шкура или свинина, что ли. Вот. А вот, кстати, пиво ананасовое. 2 градуса всего. Вот такое пиво из ананаса. Так, посмотрим это пивко ананасовое. Очень, кстати, вкусный на вкус такой напиток. 2 градуса, по-моему, если не изменяет память. 2 градуса. Да, 2 градуса. Такое пиво. Алкогольный отдел в этом супермаркете. И водка китайская. Разные на нее, конечно, и цены. Есть как бы водка и подороже. А есть, вот смотрите, вообще стоит $2 бутылка. Такая. Ну, она такая вонючая, как-то пробовал. Вот вообще за $1. Для понимания. Специфическая китайская водка. Такой запах, такой аниса у нее с привкусом аниса. Вообще любая. Есть, конечно, и очень дорогая. Есть бутылка, которая стоит там, по 1000 юаней и даже больше. Вот такой вот у них настойка вот эта вот хорошая. Вот эта вот. 38 градусов. Есть у них свои вина. Ну вот так, неплохое вино. Вот, кстати, водка, видите, здесь она тут стоит 1200 юаней.
600 юаней. Дороже коньяков. Ну, есть вот по $10, можно сказать так. Я окончательно уже в языках запутался. И говорю, даже здесь отвечаю. Вместо спасибо сессия, говорю акун. Уже это. Ну, надо тут подольше пожить, тогда это начнешь обратно в китайский вариант возвращаться. А мы сейчас приехали вот здесь в центр. Ну, в один из центров Гуанчжоу. Центров там много. Вот, кстати, небоскреб Сити Плаза. Один из самых первых в Гуанчжоу. И вот здесь вот район таких торговых центров. Здесь, конечно, так красиво. Всякие сооружения здесь. Вот. Пойдем сейчас погуляем и, может быть, где-нибудь поужинаем. Да, много здесь красивых мест. Здесь можно гулять. Гуанчжоу, конечно, изобилует такими местами. Красивые там вот небоскребы. Везде зелено, везде чисто. Потрясающий город на самом деле. Один из торговых центров здесь на Тяньхэ. Ну, огромный. Вот такая красота. Прям очень красивая. А вот такие очереди в рестораны. Люди сидят, ждут своей очереди, чтобы пойти покушать. Пришли в ресторан, наконец-то нашли нашу рыбу. Сейчас вот здесь вот показывает там парень, кстати, по-английски говорит неплохо. И показывает Эпи чай. Так, а мы ждем нашу рыбу. Вот сегодня понедельник и очередь еще в ресторанах. Этот нам одно из блюд принесли. Куриные лапки. Сказать, что вкусно, ничего не сказать. Но Эпи как-то не особо понравилось. Тебе не понравилось? Тебе понравилось, нет? Да. Вкусно. Вкусно, да? Да. Очень вкусно. Ну вот самое главное блюдо. Вкуснейшая, наивкуснейшая рыба. Очень популярна в Китае. И не во всех ресторанах ее делают вкусно. Сейчас будем пробовать. Ну пробуй ты, скажи, как? Она или не она? Так, та или не та? Горячая? Все точно? Очень. Как там? Когда такой же, да? Ну ладно. Будем пробовать. У нас продолжается пир. Заказали вот такие вот яйца. И опять куриные лапки. Ну и рыба. Рыба, конечно, потрясающе вкусная. Продолжаем здесь гулять. Понедельник. В рестораны очередь. Время 9 вечера. Вот так. Какой-то корейский ресторан. Большой прям. Магазин дурианов здесь шли, увидели. Кстати, цены такие же, как в Камбодже на него. Сейчас нам разрежут его. Сейчас поедим. Прям огромный магазин дурианов. Вкуснейший фрукт. Смотрите, какой он. Супер. Очень вкусный, скорее всего, потому что он мягкий-мягкий. Королевский фрукт. А мы гуляем в деловом центре здесь. Среди красивых зданий.
Очень красиво подсвечены. Там впереди башня Кантонская. Вот два вот этих больших небоскреба. Раньше вот этот AFC был самый высокий, потом вот этот, я не знаю даже, как он называется, который сейчас слева. Красиво здесь, конечно, очень. Если будете в Гуанчжоу, деловой центр, обязательно попадите. Можно гулять. Суперское место. Сегодня прям совсем тепло. 31. Да это сладкий. А, ну нет. Так, идем сумки покупать. Не для себя, Эпи хочет продавать. В Камбодже. Сейчас купим. Рынки. И вот мы здесь вот на рынке сейчас поедим вот такую вкусную китайскую еду. Будет утка и будет свинина у нас. Здесь рынки с одеждой, и в основном это район Хуймэя, кто знает. Вот такое традиционное блюдо. Здесь есть салатик такой, здесь небольшие овощи есть, рис, утка, свинья. Это стоит 30 юаней, это чуть меньше $5. Но вкусно, всегда вкусно. И соус. С вечер мы выдвигаемся навстречу с нашим коллективом. У нас опять будет много еды. Ну, в Китае всегда еда, так что не обессудьте. Очень интересная и вкусная. Что это такое ты купила? Мир, Чай? чай и молоко. Молочный чай. Вот такой интересный ресторан. Пошли. Прям традиционный китайский. Привет, Сережа. Привет. А как вы вдвоем на такси приехали? Ну, конечно, а на чем нам еще приезжать? Я Ого, думал, какой вы с ресторан. Витей вместе приехали. Но Витя еще не приехал, да? Еще нет, да. И Аян еще не приехал, да? Да, я. Такой интересный ресторан прям. Хот-пот. Будем варить суп сейчас. Такие кабинки. Такая кабиночка, да? Очень стильная, очень красиво. Супер. Так, мы самые первые пришли, да? Ну ладно. Так, вот уже Витя у нас тут заказывает. Все можно через iPad у них здесь. Все через iPad, либо через WeChat. В некоторых ресторанах просто нужно только, чтобы у тебя был WeChat. А здесь вот на iPad. Чай вот такой. Прям с травами. Очень вкусный. Подают. Вот такой бульон приносят. Один острый, другой не острый. Вот такие вот еще фартуки у нас, чтобы не заляпаться. Все, вот уже, вот и Аян подошел с Дашимой. Это кому? Это на канал, это для Ютуба. Что, Дашима, пивко или вино? Так нормально у нас тут будет. Так, и вот так вот приносят вот так вот мясо порезанное. Очень тонкими поломками. Потом его быстренько опускаем, и оно будет готово. Вот это вкуснейшая вещь, это желудок. Это желудок, да? Да, мясо из Креветки нам еще будет. Набудил фрикадельки из креветки. намешает. Делайте шарик. Вау, красота. А еще, друзья, Гуанчжоу хорош своими парками. Вот недалеко от нашего отеля есть такой парк красивый.
Здесь можно гулять. Потрясающий красивый парк. Любят гуандунцы парки. Здесь такой большой пруд внутри. Даже можно брать в прокат разные такие катамараны и кататься на них. Красота. Очень красиво. Да? Очень красиво. Что ты не хочешь сниматься? Здесь вот лежишь в такой кроватке. Можно заказать. Бесплатно здесь. Я вот уже после ресторана, правда, пришел, но здесь заказал себе чай. Можно чай заказать. Вот покажу, вот тут чай. Что такое, вот любой тут чай есть. Вот, потом можно заказать фрукты и соки также. Все это тоже все бесплатно, все включено. И прям нажимаешь на кнопку, вот так, и тебе приносят. Вот такие большие кресла. Это огромный зал. Огромное количество людей. Можно заказать массаж, педикюр, маникюр. Мне уже принесли салатик с чаем. Все включено. Кстати, баня стоит 360 юаней. Сейчас выставка проходит. Вот. 360 юаней. Чуть-чуть подороже. Ну что, друзья, я вышел из бани. Баня, конечно, просто топ. Парилка 85. Тут же сразу бассейн холодный. Под где-то, наверное, градусов, 11-12. Просто как в сказке о коньке-горбунке. А сейчас я покажу набережную. Потрясающе красивая набережная, освещена. Невероятно красивая. Здесь круизы можно брать, кататься на корабликах. Жемчужная река. Люди вечером отдыхают. Сейчас погода прям отличная. Где-то градусов 25-26. Беговая дорожка. А я направляюсь в отель спать. Друзья, хочу вам еще раз показать немножко Гуанчжоу. Сейчас я поеду в сторону Бэйджингу, такая тут есть туристическая улица. Я вам покажу. А также хочу заехать в один автосалон, электрический автомобиль, там посмотреть компанию NIO. В общем, в Гуанчжоу, кстати, очень много сейчас тут появилось. Также надписи на русском языке. Очень много видел русскоязычных здесь, которые сюда приезжают. Ну, сейчас еще выставка. Прям очень много видел людей. На рынках даже видел. Даже некоторых известных, не буду говорить фамилии. На сумочном рынке одного ресторатора, очень известного московского, видел. Так, друзья, я в метро. Вот такие автоматы, которые выдают вот такие билетики. Я оплатил с Вичата, потому что у меня есть там на Вичате кошелек. Вот. А вот можно также оплатить наличкой, просто наличными купюрами. Вот эти вот автоматы, если что, дают. Ну, всегда, кстати, тут есть сотрудники, которые всегда помогут. Вот это, кстати, очень удобно. Китайцы молодцы. Вот прям сразу помощь, раз, и все. Вот он просто сразу подошел, даже вот у меня тут попросили эти ребята. Я им хотел помочь, но китаец сказал, я быстрее помогу. Ну, все правильно. Так, а мы идем, значит, дальше с вами. Вот такие здесь у нас монетки. И потом я на конечной станции, точнее, на которой станции буду выходить, я ее должен буду скинуть. Метро очень понятное, очень удобное. Это вообще одно из лучших метро в мире, которое я видел. Чистое. Навигация на английском и на китайском. Все станции дублируются. Вот видите. И понятно куда. Направление в поездах даже есть. Сейчас увидите, просто есть поезда, где уже там сразу такие кнопочки говорят, на какой выходить. Так, мне нужно выходить будет на Хаджи-сквер. Закрытые такие платформы.
И вот такие поезда. Новые, но вот здесь вот, вот такая вот табличка, меню. Не меню, вот такой вот информационная строка. Такая информационная строка здесь. Вот такой большой длинный поезд. Открытый. Кстати, в Пномпене хотят построить метро подобного плана. Вот именно гуандунская компания. Метро до нового аэропорта. Смотрите свой выход. Здесь все понятно, все пронумеровано. И сбрасываете ваш сюда и проходите. Так, мне нужен выход D. Вышел здесь такое вот место, Хайджу Сквер называется. Здесь все красиво, смотрите, все как красиво и все везде чисто. Вот такие китайские города сейчас. У нас последний был выпуск про Чэнду, где я там был. Ну, Чэнду, конечно, интересный тоже город, но для меня Гуанчжоу это вне конкуренции. Это мой любимый город, в котором я прожил несколько лет. Красота. Такой большой торговый центр. И здесь где-то автосалон. Сейчас пойду смотреть. Электробайки. 1 миллион байков в городе. На обычных байках, которые на бензине ездить в городе нельзя, а вот на таких можно. Вот он, автосалон Нил. Но вот я смотрю, то, что мне хотелось, это ES8, этой машины здесь нет. Блин, жалко, в этом автосалоне нету вот этой ES8 машины. Но вот посмотрим вот этот кроссовер тоже. Я в ней, кстати, даже ни разу в таких не сидел. Полностью электрический. Но тоже красивый. А це гадоша в чем? Я спросил, сколько он стоит. 338 тысяч юаней. Вот так открывается даже. Блин, ну видно, что отделка просто супер, просто очень красивая. Вот так здесь в салоне. Понятное дело, здесь по характеристикам все очень круто. У них тут голосовой помощник, там все есть. Смотрите, какой красивый. Кожа. Здесь тоже все супер. Алькантара. Вот такой автомобиль. Ну, вот такой еще хэтчбэк. Тоже интересно. Ну, не буду в него садиться. Еще этих китайских насиделся автомобилей тоже классно. А це гадоша вообще? Спросил, сколько стоит вот этот. 298 тысяч юаней. Даже 50 тысяч долларов нет. Ну, вот такие у них тут цены. Конечно, в Китае машины дешевле. В Камбодже такие машины почти на 50% электрические. Тоже дорого. А он мне сказал, что как бы здесь машины нет, но можно поехать на тест-драйв. Вот это класс. Сейчас поедем с парнишкой на тест-драйв. Он говорит, она там в гараже у них стоит. Класс. Я как бы не думал о тест-драйве. Вот мы на парковочку пришли. У них машина тест-драйв. О, какой он прям большой. Большой. Полностью алюминиевый корпус. Ага. Такой он. Сейчас мне откроет его. Здесь покажет. Так, 6 мест. Ага. А, вот сюда вот можно сесть. А еще пассажирам здесь такое большое. Ну, на самом деле есть такие вот обзоры, там у кого, у Гулевича есть большой обзор этой машины. Так, это мы, значит, сидим внутри. Но это их топовый автомобиль, вот его я очень сильно хотел посмотреть. Конечно, супер отделка. Вот чувак просто с телефона управляет. Просто с телефона. Ну, полностью можно автомобилем вот управлять полностью все с телефона. И даже вот тут температуру, тут регулировать внутри салона вообще полностью все. В общем, еще по салону. Ну, минимализм. Минимализм, но видно, что дорогие материалы. Так. Result some future because... Yeah. Окей. Минбай.
从这里 23 колонки, но звук просто топ. 这里 Вообще гуляет. 到 Бомба. 这里， Да. 库降下来。 Голосовой помощник, да, полностью все помогает. 全部窗户升降吗？升起来。 Более все освещенно здесь. Не так темно, чтобы сзади посмотреть. Супер. Так, ускорение до 100 за 4 секунды. Окей, good. How? Поехали. Сейчас ускоримся до 100 за 4 секунды на этом. Пройди. Вот это меня вдавило в кресло. Сотка. За 4 секунды. О, Хэнхау. Вот это мощь, конечно. Это впечатляет. У Лисянга, по-моему, там 5,6, что ли. Я же тест-драйв тоже делал Лисянга L9 тоже. Ну, он такой же тоже большой. Но вот этот автомобиль, он просто более технологичный. Он Лисянг-то технологичный, а этот еще более технологичный. Кстати, вот показывает пешеходов, всех видит, которые тут переходят. Машина он поехала. И вдоль реки здесь едем. Здесь, конечно, такие красивые виды. Ну, Гуанчжоу, блин, красивейший город. Очень красивый. И вот все строится и строится. А чувствуется здесь богатство. Просто богатство. Оно уже чувствуется прям. Что тут денег огромное количество. И самое главное, смотрите, какое благоустройство вообще. Топовое. Везде все красиво. Он, короче, поставил автопилот прям мгновенно. И все, едет здесь вот по автопилоту, ничего не делает. Просто все отпустил. Он сам подруливает автомобиль на поворотах, сам держит скорость. Ничего не давит вообще, говорит, ничего не давлю. Все полностью поставил автопилот. Вон там кнопка есть автопилот. Тут как раз, кстати, подъезжает 570. Он, конечно, выглядит его больше. В России у меня такой же был в свое время. Блин, ну, конечно, не он технологичный. Но Lexus, конечно, выглядит здоровее. Этот поменьше. Хотя у них длина примерно одинаковая. Он просто выглядит, он выше просто. Ну же, вот такой прошел тест-драйв. Сейчас поделюсь своими впечатлениями. А вот еще куча всяких разных, чтобы вы понимали, здесь куча всяких разных камер. Там. Куча всяких разных камер и датчиков. Ну, мега положительные впечатления от этого тест-драйва. Конечно, шагают китайцы. Очень крутой автомобиль. Прям супер вот этот Нио вообще. Немножко он такого еще Гуанчжоу. Вот это вот старые дома, они все уже, наверное, под снос, очевидно. Вот тут вот такая у них торговля даже есть. Ну, такого жилья тоже в Гуанчжоу достаточное количество. Но это прям вот в центре, это вот от Бэйджинглу недалеко. Я вот сейчас вот иду на самую старую улицу вообще Гуанчжоу, потому что Гуанчжоу это город вообще достаточно старый. Там 2000 лет истории. И вот такие тут есть старые дома, но они все под снос будут, и все будет новое вот такое строить. Точечная застройка. Точечной застройки очень много. Бэйджинглу. Пешеходная улица в Гуанчжоу. Если будете здесь, обязательно походите. Здесь и рестораны, и магазины, и всякая разная уличная еда. Очень интересное место, такое колоритное, красивое. Особенно вечером здесь классно. Поэтому я вам рекомендую. Ну а кто не может попасть в Гуанчжоу, я для вас специально делаю этот контент, снимаю. Еда, везде еда. Сейчас попробую найти вот это место, где улицы там практически 2000 лет. Там кусочек такой есть в глубине. Шашлычки из морепродуктов, из кальмаров и из мидий. Тоже нужно будет мне найти место, где пообедать сейчас. Я хочу какой-нибудь лапши такой холодной. Есть такая холодная лапша, очень вкусная, рисовая. Не знаю, если найду ее здесь. Может, даже здесь она есть. В этом месте нет. Здесь ее нет.
кому интересна история, вот чувак продает сумки всякие разные, часы. И часы. Конечно же, мне это не интересно. На самом деле, если кому-то интересно что-то такое купить, нужно отправляться на сумочный рынок или часовой, и там все это есть. Вы там сможете это себе приобрести, то, что вам нужно. Очень хорошего, кстати, качества. Вот такие красивые традиционные китайские здания. Но это, наверное, на новой постройке. Вот такая старинная китайская архитектура в современном городе. А это, наверное, храм, друзья. Это храм. И храм буддийский. Это буддийский храм. Очень интересно. Очень красивый храм. И здесь очень много торговых центров, чтобы пошопиться. Бренды мировые и китайские, всякие разные. Оно он в Гуанчжоу. Да какой бэк? Камбэк. Не надо, не надо. Вот такой вот здесь Гуанчжоу. Теплый. Сегодня вообще 31. Такое вот интересное, кстати, место. Это вот здесь старая улица. Вот смотрите, насколько она внизу. И вот там показывается, сколько вот здесь участок 1000 лет. И вот все ниже как бы. 2000 лет назад еще как бы город существовал. Уже тут были какие-то старые части. А вот здесь даже что-то интересное идет. Тут написано, что вот повышается уровень, тут идет. Куски дороги. Вот видите, как она, дорога на дорогу накладывалась, одна, другая. Вон там он вообще старая, вот там вот под 2000 лет уже тут самый нижний слой. Но вот эта дорога, она существовала. Получается, мы находимся на очень старой, древней дороге. И уже, как видите, город совсем другой, спустя 2000 лет. А это макет старого города. Оборонительная стена. И там дворец, наверное, какой-то был. Однозначно. И местные туристы это все смотрят. О, кстати. Видите, какой? Откуда порошок? Интересно. Откуда он, интересно? Производителя даже не указано. Но на русском написано. Где-то сбоку тут есть. О, из России. Российское молоко. На Бейджин лук. Хоть какой-то наш продукт есть за границей. С высокой добавленной стоимостью. Вечером, я думаю, здесь особенно интересно, красиво. Тут столько всяких разных ресторанчиков, конечно. Но, как и во всей Азии. Еда, кругом еда. О, тут можно что-нибудь поесть. О. Вот такого можно взять себе. Блюдо будет сейчас. Вот набрал я себе такого. Вкусных такой требухи. Да местный тут такой, часто такой. 45 юаней. Ну, туристическая улица, так тогда везде стоит подешевле. Вот такие кишочки и требуха. Ну, вкуснота. Вкуснота, вообще полная вкуснота. Сейчас будем кушать. Вот у меня, друзья, такой завтрак. Вот обычное такое вот заведение. Здесь прям сразу готовят пельмешки на пару. Вот так вот завтракают китайцы. Вот такие пельмени из рисовой муки с начинкой, с мясной там. Вот такое заведение. Мне все обошлось в $1.08. Две вот этих порции пельмешек вот там, которые были.
Вот такой семейный бизнес. Прям дешево. На самом деле могу сказать, что в Гуанчжоу достаточно дешево еда стоит. Даже если сравнивать с Камбоджей. Друзья, все. Еду в аэропорт и вылетаю обратно в Камбоджу. Всем удачи, пока, ставьте лайк. Надеюсь, это видео было очень вам интересно. Скоро будут новые видео. Пока.